Всем привет, друзья! Вы в настоящем моменте, меня зовут Виталий. Сегодня у нас уникальное видео. Сегодня мы с Ладой решили узнать, сколько стоит в Германии приготовить кастрюлю борща. Сейчас я еду в супермаркет, буду покупать продукты чисто на борщ. И мы посчитаем все деньги, все затраты и вам расскажем, что получается. Сегодня я решил пойти не в Lidl, а в Реве. Отцепим тачанку. Вот смотрите, а здесь уже праздничная атмосфера. Здесь елочки уже нарядили, сияют. Еще до Рождества и до Нового года очень далеко, а уже все праздничное. Немцы, по сути дела, уже начали праздновать. В общем, иду в магазин Реви. Лада мне дала задание, чтобы я купил чисто на борщ нужные продукты. Почему я сегодня пришел именно в Реви? Потому что здесь есть, например, картофель на развес. Видите, можно купить 1 килограмм за 3 евро вот такого картофеля. Вот. Или же можно подешевле упакованный уже купить. Вот. 1 килограмм здесь 80 центов стоит. Вот. Но мы люди простые, мы будем выбирать обычную картошку. Смотрите, в Реви есть 3 вида картошки, которая упакована по цветам: зеленый, синий и красный. Зеленый — это самая твердая, вот написано Fest это твердая, и значит красная — это самая мягкая, которая разваривается картошка. Специально сделано так, промаркировано по цветам, чтобы люди могли разбираться. И синий — это средний между ними такой вот. Все эти картошки стоят, упаковка, здесь смотрите, 2 килограмма. 2 килограмма стоит 2 евро. И здесь точно так же 2 килограмма 2 евро. А здесь вот эта картошка, которая твердая, она стоит 1,5 килограмма 2 евро. И видите, эту картошку не разобрали, а эту разобрали. Это как бы самая лучшая получается. Но она мне не нравится, здесь мелкая какая-то картошка. Я, наверное, возьму средний. За ту же цену как бы покупаешь больше картошки, красивенькой, покрупнее. Беру среднюю, короче. И здесь также можно купить лук на развес. Не в упаковках, как в Лидле. Хотя здесь тоже есть в упаковках, видите? Вот тоже. А можно купить самый дорогой лук, например, за 4 евро 1 килограмм. Такие большие луковицы. Можно в упаковках. А можно самый дешевый лук за евро 30. Вот такой обычный лук. Лада мне сказала, 3 луковицы возьми. И все. Беру 3 луковицы, здесь у меня пакетик есть, сейчас упакую. Значит, сказала мне еще чеснок взять. Чеснок у нас тут по 1 евро 100 грамм. А килограмм стоит аж 10,90. Ну, я возьму вот такие 2 головки. Можно 3 взять. Вот такие 2. Это будет мне стоить 1 евро 0,9. Так, и что мы дальше? Не пропустить ничего. Капусту. Вот такую капусту надо взять. 1 килограмм стоит евро 29. Я не знаю, сколько здесь веса. Возьму самую маленькую. На одну кастрюлю борща по-любому хватит. Есть еще темная. Евро 49 стоит капуста. Ну ладно, не говорила мне темную покупать. Так, сказала купить 3 морковки. Смотрите, морковка стоит килограмм евро 50. Вот 3 таких морковки возьму. Упакую потом. А можно покупать в упаковках, но это слишком много. Мы хотим сейчас как раз именно вот на одну кастрюлю борща купить себе продуктов. И все. Так, вообще в Реви большой выбор. Смотрите, все это помидоры разнообразные. В Реви больше выбор, чем в Лидле. Лидл находится рядом совсем. Но я пришел сюда, потому что здесь можно, например, купить один вот такой перец или красный перец. Килограмм стоит 4 евро, а мне одной штучки будет достаточно. Вот такой красивый. Его сюда ложу. Так, и что еще? Сейчас буду смотреть в список, потому что я уже забыл. К борщу надо купить еще сало и мясо. Смотрите, сало здесь продается шпек, вот такой
Стоит 2,79, 300 грамм. Ну, такая полосочка. Сейчас вам покажу, в руках покручу. Вот такой тонкий пакетик. Но здесь есть еще другое сало, поэтому мне кажется, лучше его купить. Вот это сало больше похоже на наше украинское. Смотрите. Стоит, значит, 400 грамм, 2,39. Выбрать какой-то кусочек, который мне больше нравится. Рокеншпек. Вот этот возьму. Например, почему-то мне этот нравится. И нужно еще мясо, но с мясом тут как бы почему-то сегодня небольшой выбор, мне кажется. Вот продаются какие-то мясо. Вот свиное мясо, но это вырезка, а мне нужно ребрышки. Возможно, мне придется в Lidl зайти, чтобы там знакомый товар взять. При том, что здесь нету сейчас буряка. В Реве я, кстати, не очень часто затариваюсь, поэтому мне здесь незнакомы многие позиции на полках. Я решил докупить оставшиеся продукты в Лидле. Я там знаю, какая сметана должна быть, какое мясо можно найти где. А здесь товара много, я потеряю больше времени, поэтому сейчас расплачиваюсь здесь, а потом уже буду покупать остальное там, в Лидле. Половину товара я затарил в Реве и заплатил я 8 евро 70 центов вот за это. Чешем напрямик туда, где мясо. Честно сказать, я не разбираюсь в сортах кетчупа, какой из них взять. Здесь есть вот по евро 49 вот такой вот кетчуп. Вот есть по той же цене чуть-чуть другой. Может быть, он одинаковый. По-моему, по цвету чуть-чуть этот светлее. Но, в общем, беру первый попавшийся. Это все равно для борща. Поэтому не буду сильно присматриваться. Сейчас найду мясо. Долго я искал мясо, которое с костями будет. И вот нашел ребрышки, свиные ребрышки. Видите, написано здесь. И они стоят 4,53 за 757 грамм. Осталось купить сметану. Я покупаю вот такой шманд. Это густая сметана. Нам ее посоветовали зрители. Стоит она 95 центов за 200-граммовую упаковочку. Все, в принципе, суповой набор куплен. Сейчас расплачусь за вот эти 3 единицы на кассе. Приплюсую к тем 8 евро 70 центов, которые я заплатил в Реве. И мы посмотрим, сколько нам будет стоить борщ, кастрюля борща. А потом покажем вам этот борщ. Итак, в Лидле я докупил товара на 6 евро 97 центов. Округляем, короче, на 7 евро я купил вот эти вот 3 единицы товара. Плюсуем к тем 8,70, которые были до этого куплены. И получается 15 евро 70 центов я потратил на борщевой набор. Ну и, конечно, я был бы не я, если бы я не забыл что-нибудь купить. И я забыл купить самое основное. Я не купил буряк, то есть свеклу красную, без которой борщ невозможен. Хорошо, что я далеко не ушел. Свекла красная есть в Лидле. Видите, 1 евро 49 центов стоит вот такой кулечек, 5 штучек. А килограмм стоит 2,98, почти 3 евро. Здесь получается, наверное, полкило. Да, 500 грамм. В общем, беру вот таких 3 бурячка. Кстати, есть еще вареный буряк, видите, уже готовый, мягкий, сваренный. И стоит дешевле, кстати, немножко. Не понимаю почему. Но Лада сказала, вареный ей не надо. Добавляем евро 50 к той сумме, которая у нас была раньше. И получается 17 евро 20 центов. Весь борщевой набор стоит у меня.
Ладусь, я принес продукты. Смотри, тяжеленная сумка. Держи, давай я поставлю. Все, что ты просила. Ну все, 20 минут тебе времени на то, чтобы приготовить борщ и вкусно поесть. Я все нарезала, теперь нужно пожарить лук, морковку, перец. И в бульон я кидаю только картошку и капусту. Теперь все жарится. Картошка готова. Кидаем все сюда. И кидаем сразу капусту. Я бросаю яблочный уксус на такую кастрюлю. Я по вкусу это все бросаю, чтобы вкус был такой кисло-сладкий. Бросаю еще сахар. Сахара надо где-то 2 столовых ложки. Пока борщ доходит до нужной кондиции, я поеду, привезу сюда маму на обед к нам. Обычно мы ей приносим еду, а сегодня мы решили ее пригласить в гости и заодно с ней еще куда-нибудь поехать прогуляться. Ничего себе он буксует. Тяжелый, наверное, груженый. Отлично, отъехал. Так. Не смог я, мамусь, тут остановиться. Тут на склоне, видишь, такое движение сильное. Всякие машины сзади меня не пропускали. Привет. Как ты себя сегодня чувствуешь? Хорошо. Хорошо, давай я буду помогать тебе идти. В очках тебе симпатично. Фрау едут в ресторан. Все хорошо, но трудно заходить на ступеньки здесь все-таки для мамы. Проходите. Вот у нас жарко, да, мам? По сравнению с улицей. Ну как, Ладусь, борщик уже настоялся? Целая кастрюля получилась. Так, посмотрите, как вкусно выглядит это все. Сейчас мы начнем уже есть, пробовать. А пока хочу спросить у Лады, у тебя все продукты ушли, которые я купил? Нет, у меня ушло только половина, немножко больше половины продуктов. То есть еще этих продуктов хватит на такую же кастрюлю, только немножко поменьше. Так в среднем, если считать, то на борщевой набор, то на такую кастрюлю борща нужно 10 евро, мы посчитали. Вот 10 вот. евро, Да. огромная кастрюля борща. Да. Я считаю, это недорого, это вообще дешево. На 3 дня еды, ну на 3 дня это уже преувеличил, по крайней мере на 1 и на завтрак еще, да? Ну кто как ест? Ну пробуйте, Ольга, отлично. Wide awake, all the memories are on. Вкусно, спасибо. I reach for you, but you're thousands of miles away. Every heartbeat, every breath is filled with thoughts of you. I am so lost without you.
and I don't know what to do. Мы приехали в деревню, в которой уже раз были. Мы здесь покупали мед от у этого фермера. И сейчас тоже хотим купить. Посмотрите, здесь снег. Мы заехали на гору. Находимся сейчас на горе. И здесь снежок лежит на траве и на машинах. Звонка нету, да, Лады? Нету. Постучи, покричи. Алло. Hallo, wir möchten ein paar Gläser Honig kaufen. В прошлый раз, когда мы здесь были, не было этой елочки. Видите, эта елочка новогодняя. Она уже с гирляндами здесь стоит. И вечером, наверное, включают. Снежок тут видно, что прошел недавно, но тает. Мама, он вышла погулять из машины. Ей так все интересно здесь. А Лада хочет рассказать про мед. Мы купили аж 4 банки, потому что это натуральный мед, которого нет в супермаркетах. Как И- мы поняли, что это натуральный, мы заболели. И когда мы заболели, начали есть этот мед, и нам реально стало от него легче. То есть он... То есть так ты определяешь, да? Да, я определила этот мед по качеству. Когда ты ешь магазинный мед, тебе легче не становится. Это ты ешь как бы варенье, там сладкую водичку пьешь. А этот конкретно чувствуется, ну, сразу сила, как вроде таблетку выпил хорошую. Это чувствуется. И даже девушка подтвердила, которая продавала нам этот мед, ее отец делает этот мед, они продают, отец фермер. Она сказала, что магазинный мед, он намешанный, там смесь, там есть какое-то количество меда, но в основном там сахар, вода и вытяжка из трав, ну, сироп. Мы спустились вниз с высокой горы, с деревни, которая называется Оберберинген. И это Унтерберинген, то есть Нижний Беринген. И здесь тоже остановимся на секундочку, посмотрим. Здесь как бы более крупное село, разнообразные домики на склонах стоят. Интересно посмотреть, особенно маме интересно все это, как же живут они здесь. А вообще очень отличается немецкое село от украинского. Просто у нас бы это называлось городом, наверное, вот если бы у нас было такое село. Наши села выглядят абсолютно иначе. Смотрите, какая елочка красивая. Светится. С шарами уже, это зажженные свечи, празднично как. Настоящий. Настоящий? А настоящая елка, да? Мгм. Не Я по пластмассовая. запаху, так не отличишь. Ну, а та, что там стоят, Аккуратно. по-моему, то не настоящие. Где? Там Да. большая, что ли, была? да? Настоящие. Ольга Настоящие Васильевна. все у них тут Настоящие? ели, Рубят да. настоящие елки. Ну, жалко. У них их много. Да, смотрите, хозяйственный двор чей-то. Вот это вот хозяйственное помещение, может быть, мастерская какая-то. Вот. Тут парковка одновременно, какие-то станочки стоят. Такое вот здание, в котором что-то, может быть, производят или хранят. Вот это вот, смотрите, какое прикольное здание, деревянное, с колесом, с топорами. Тоже какой-то станок стоит или что-то на первом этаже, скорее всего, либо гаражи, либо мастерские, похоже на мастерские, что-то делают. А может быть, сельскохозяйственная техника. Вот это, кстати, штуковина, прицеп, это для лошадей, для перевозки лошадей. Тут же частенько лошадей разводят тоже. Вот, видите, такой дворик с небольшим озерцом. Это озерцо Да, вода домашнее, сборная. да? Домашнее Какое-то? озерцо, наверное, чье-то. Смотрите. Я думаю, что это просто чей-то частный двор. Ну, он наливает. Видите, во двор можно зайти без каких-либо ворот. Заборчики есть, но они чисто символические, отделяющие, так сказать, территорию. А вот церковь. Вам нравится такая церковь, Ольга Васильевна? Кстати, вот там он петух. У нас же Петух, да, у нас нету петуха. А, У нас кстати, да, крест. на верхушке церкви там не крест, а петух. Как Что интересно. очень любопытно. Я даже не обратила внимания. А Ольга Лукинична заметила петуха, представляешь? Ну, Ну то да. я ж- О, бачиш. А я смотрю на купол, а петуха не вижу. Рух. Фридрих Щик. Вон, дивись, як ззаді в тебе сфотографірував. А, до сих пор цветет что-то, да? Представляешь? Зима, декабрь.
Друзья, это удивительно. Это нормально вообще? Может, это какая-то аномалия Нет, и предвещает что-то нехорошее? Холодный не. цветочек. Это деревья такие. Это все продается. Это такой магазинчик. Да, здесь написано Смотри. Хэгенмаркт. Это ручной работы изделия, Да. наверное, продаются тут, да? Сфотографируй, чтобы это самое. Носочки, мама, вот видишь, Носочки, Ольга Лукинична. Вот куда надо вам вязать. размеры написаны, сдавать. да? Кстати, надо посмотреть, сколько Нет, стоит. 28-27. Нет, то размеры, ты смотри, эти верхние 8 евро, а нижние потеплее, наверное, 12, 14. 14, 17 евро вижу, видишь, разные цены. И А что размеры. еще? Есть просто игрушечки какие-то, да? Да. Ну, игрушки, это такое, их везде А полно. что-то баночки. И покупать можно, видишь, как покупать можно? Вот эта вот синяя коробочка, написано касса. Туда бросаешь монетки и забираешь себе понравившийся товар. А в баночках Что я не это вижу, вот? не знаю. Непонятно. Помидоры там. Что-то съедобное, наверное. Нет, Это наверное, это не помидоры, Ольга Лукинична, это шиповник нарисован. Сейчас я возьму, точно. посмотрю. Вот, нарисован шиповник. Хэгенмарк, это И сколько она стоит? шиповник? Хэгенмарк, это, наверное, шиповник. Мы просто Не, этого слова не Хэгенмарк знаем. это вот это вот Магазинчик, шкаф, это да? ж магазинчик, да, называется Что так. тут такое? Сейчас. Крести, Обер. Оно съедобное. Наверное, съедобное. А сколько он стоит? Не знаю. 3 евро. Видишь, там стоит. 3 евро. Может взять попробовать? Шиповник, Ольга Лукинична. Ну, Давай можно. возьми, да. Да? Он есть маленькая за 2,5 евро. Вот, за так 2,5 ця возьмем більше. попробуем. Забей. Так, 2,5 2,5 евро бросаю в евро. кассу. И мы дома попробуем, что оно такое. Вот. Много не надо брать, потому что мы не знаем, что это. По-моему, это шиповник с медом. В очередной раз убеждаюсь, чтобы в Германии найти что-то интересное, не нужно далеко ехать. Можно отъехать в любое село и найти что-то такое, чего мы раньше не видели. Going back to my old hometown, picking up the years I leave behind. Getting in my car, I drive as memories fly by. Driving by the fields I used to run through, where you were chasing me. We were riding out under the bleachers when no one could see. Oh, sweet memories of a town I loved, but oh, changed when you left. I keep on asking myself in my mind, were you the one that got away? Все, мы нагулялись, надышались, приехали домой. И мама нам показывает, что ей ее новый друг подарил. Сюрпризы, подарки. Прям понаносил тебе столько вещей, всяких, посуды всякой. А теперь стараюсь носочки связать. Это тоже он принес? Да, Да. мочалочки, тряпочки. Ничего себе, хозяйственный. Смотри. Ёршик. А вот это очень хорошая вещь для тарелок. Это тоже вам, да, Ольга Лукинична? Фартушек такой. Классно. И хвартушек, и он эти самые Бокалы. мочалочки. Бокалы. Для Ну все, вина. Ольга Лукинична, вам надо теперь праздник устраивать с пьянкой. Смотрите, бокалов сколько. Ну, а вина нет. Я без пьянки хожу. Слушай, они очень интересные, снизу зеленые, да? Ну да. Забирайте вот эти. Это Их чисто 6 штук. немецкие такие. Их 6 штук.
Ну, молодец, В Валентин. общем, скоро у вас будет тут, Делится с тобой. можно будет продавать. Вот это полезная вещь, видишь, это можно картошку чистить. Умеешь такой штукой картошку? хорошие. Или морковку чистить, я тебе покажу. А, еще винтертушку. Ну, картошку. Чайничек. Вот такой. какая-то штучка для измельчения чего-то. Мамусь, как у тебя сейчас ночью тараканы есть? Лазят? Зараз менше. Раніше було багато. Ага. Я кожну ніч їх Гоняешь? Ну да. Они ж разводятся и по стенам лазят, и по столам лазят. И, в общем, там, где продукти, їх дуже багато. Мгм. Там, де продуктів немає, їх багато. Ну, а последнюю ночь много было? Последнюю ночь, в эту ночь, только один большой и штук 8 маленьких. Маленький, да? Но мы же их травили. Конечно, то, что Ольга Лукинична их давит, это, конечно, очень большой вклад, Существенно, да? да, существенный. Но я думаю, что они все-таки поумирали из-за того, что мы их потравили. Нам в комментариях написали, что есть хороший рецепт, как бороться с тараканами при помощи борной кислоты и желтка яичного. Но борной кислоты в Германии нету, поэтому мы думали, у нас это не получится. И чудо я нашла в своих медикаментах борную кислоту из Украины. Я еще брала, ну там уколы может делать, вот она такая борная кислота. Вот написано борная кислота. Интересно, почему ее украинская. не передают, не продают здесь? Я не Запрещенный знаю. продукт, да? И нам писали, что надо эту борную кислоту размешать с желтком, рассыпать, и тараканы исчезнут. Мгм. Мы уже один раз сделали, вот это второй раз, тут немножко осталось, вот еще я уже вот так вот ее использовала на тараканы. Вот еще очередное, как бы, всё, Средство. да, средство. Надо ее чем-то перемешать, наверное, рукой, Так ты не обожжешь пальцы, нет? по-моему. Ничего. Вот так, чтобы оно хорошо перемешалось. В Германии, как-то я понял, много запретов на химические вещества, и не все продается, то, что у нас продается. Даже у нас в Украине много готовых средств продается, которые, ну, прям гелевые какие-то, китайские, да, ладно? Мы Да, использовали, да. оно все разложил по квартире и... У нас вообще с этим проблем нет. У нас очень много различных средств от тараканов. Самое мое любимое это крем. То есть какой-то такой вот крем, ты его просто точечки ставишь на пол. У нас один раз завелись тараканы когда-то давно. И, в общем-то, после этого не было ни разу. И Вот то так эти вот. тараканы завелись, потому что мы принесли соковыжималку с квартиры, в которой были тараканы. Занесли от людей. От людей. Ну что? Будешь раскладывать Да. это зелье, да? Ну давай, где? Под столом чуть-чуть положим, да? Так, вот я здесь? возьму ложечку, да, буду ложечкой немножко. Мгм. Вот так вот. Кормим тараканчиков. Сейчас Да. их нету, но ночью они здесь лазят. Они вот здесь ползают. Мгм. Вот так вот. Немножко. Ну это, конечно, выглядит некрасиво. Вот это вот Ничего всё. страшного. Главное, чтобы она потом не распускалась по всему. Ну там никто Побольше не оставь. ходит, да. Побольше оставлю. Еды им, да? Пускай. Этому... А, да. Оставим. Вот, Надо теперь еще сюда, где они Валентину ползают, дать да. немножко. Да. Да, я немножко. Мы уже их травили. Мгм. Вот и сюда еще чуть-чуть, да, вместе с этими ловушками. Вот так вот наложим. Ну, в ловушки вони попали. Да. Так что спасибо большое за советы. Вообще спасибо за комментарии, за хорошие комментарии. Вообще подписывайтесь. Это для нас очень важно. Ставьте лайки. Мы на каждый комментарий отвечаем, на каждый, если вы посмотрите вот на хорошие.